Когда Татьяна только обратилась ко мне, у нее были сильные красные пятна на голове. Понятно, что эти пятна доставляли неудобства, потому что они зудели, они краснели, они покрывались коркой, и дальше эта корка обсыпалась. В случае с Татьяной буквально за 30 дней мы достигли очень крутых результатов, которые вы можете видеть на этой фотографии. Давайте, чтобы понимать более конкретно, каким образом мы пришли к этому, разберем, с чем Татьяна обратилась. И дальше вы сможете послушать конкретно от Татьяны, какое у нее состояние сейчас на данный момент и что она делала на протяжении всего времени, чтобы достичь этого хорошего состояния. Каждый из участников программы заполняет профиль, поэтому давайте посмотрим, с чем пришла Татьяна. Итак, ей 42 года. Началось все у нее в 9 лет, и у нее была язва 12-перстной кишки. Сейчас состояние среднее. Есть зуд, есть шелушение и ранки по периметру роста волос, лба, шелушение и ранки в ушах и за ушами, плюс жирность кожи лица. Как лечились? Очень много лечилась дипросаликом, массе лосьон, и последние 4 года не использовала. Из лечебных шампуней было в принципе все. Сурсена, Низарал и многие другие аптечные шампуни против перхоти. Вот. Сейчас применяла только, до программы применяла только крем Диадермин. По хроническим заболеваниям у нее была язва 12-перстной кишки. На данный момент вроде бы хронических ничего не было, никаких ощущений либо негативных проявлений. По наследственным факторам у отца была тоже язва и у маминого брата псориаз. То есть мы можем видеть, что наследственно тоже передалась предрасположенность. По примерному рациону она пишет, что полгода на интервальном голодании и низкоуглеводной диете. То есть в принципе вот это интервальное голодание особо тоже не помогает. Если мы идем дальше и проанализируем продукты, которые у нее вызывали состояние негативное. Она пишет, что думаю, сладкое, но честно, я так и не поняла точно, от чего у меня обострение. Это нормально. Многие не понимают до конца, какой продукт именно вызывает обострение. И на вопрос, почему важно вылечиться, она пишет, что за все 33 года она очень устала с этим бороться, но надежда на то, что смогу победить эту болезнь, во мне все еще живет. Хочется нормальной жизни, без того, чтобы все время смотреть в зеркало и проверять, нет ли покраснений или шелушений. Я думаю, это знакомая картина. Теперь давайте перейдем непосредственно к рассказу Татьяны. Чтобы вы понимали, что данный рассказ записан в аудио, потому что ясно, что не все готовы на видео рассказывать и показывать свое состояние. Поэтому сейчас именно в этом видеоотзыве вы посмотрите ее рассказ в аудио. Если же вы захотите, есть полная версия с видео, вы узнаете, как это сделать. Я расскажу, как это сделать в конце этого видео. То есть в конце вы узнаете, каким образом можно просмотреть прям полную запись, где она рассказывает про ее состояние и про процесс лечения. Поехали. Очень все хорошо. У меня вообще нет никаких высыпаний, да уже давно. Но то, что вот прошло все, одно сожалею, потому что почему я об этом не знала раньше? Вот столько лет я мучилась. Я не знаю, я просто, намучилась я всю жизнь. 30 лет я просто намучилась полностью. Только денег я на всяких этих... на всякие мази, всякие, ничего не помогало. Это просто кошмар. И вот сейчас я уже нормальный человек, я не боюсь поднимать волосы, чтобы там кто-то что-то не увидел. Что важно понимать, что основное воздействие идет только изнутри, то есть только когда мы применяем определенные рекомендации по восстановлению организма изнутри, мы можем достичь хорошего результата на коже. Это очень важно. Вот именно, чтобы мой кишечник прямо вот работает так, как надо, и нету вздутий, нету... Вот это очень важный момент, потому что я смотрел по вашему профилю, у вас вот в 9 лет вы писали, что была язва 12-перстной кишки. То есть очень часто есть проблемы с пищеварением. Вы сейчас по состоянию пищеварения себя нормально чувствуете? Нету никаких... Очень. Кстати, кто еще не успел скачать чек-лист 5-100 продуктов, ссылка будет в описании под этим видео. Волосы не жирнятся почти, я не знаю, когда я мыла голову, наверное, через день, сейчас я могу и 3-4 дня не мыть голову, и все нормально. И лицо уже не так жирнится, уже очень хорошо, потому что тоже были проблемы, что не поешь, все, лицо так блестит. А сейчас уже как будто все нормализовалось. Жирность кожи, о которой говорит Татьяна, это в принципе распространенная ситуация, потому что
Нарушение работы сальных желез присутствует практически всегда при дерматитах. Тут необходимо понимать, что со временем, с правильными рекомендациями, эта жирность постепенно уходит. По наружным средствам вы применяли очень много, то есть вы пробовали все, да, там вы там дипросалики пробовали и разные сульцены, низоралы. Сейчас что вы оставили из наружного? Ничего. Супер. То есть вот все натуральное Да. вы используете, как советуется. Да. И, в ее случае была огромная проблема именно на волосистой части головы. Это была основная, хотя тоже также проявлялись различные высыпания, различные покраснения на других участках тела. Но основная проблема, которая ее беспокоила, это именно волосистая часть головы. Вот то, что у меня было здесь на затылке, эти раны, эти, боже мой, я уже не знаю. Вообще ничего. Нету зуда, нету шелушений. Все верно. У вас на самом деле очень быстро процесс пошел, это очень хорошо. Тем более, что вы писали, что у вас как наследственный фактор присутствует, что есть заболевания с кожей. И то, что вы говорите, было бы хорошо раньше, да, но все равно хорошо, что в принципе оно все вовремя, что дальше оно не развивает. Вот именно на коже головы у меня там, как, я не знаю, как корки, как вот как пласты такие, знаете, такие грубые. Я должна их была выковыривать как-то вот по зоне роста волос, вот именно вот такие прямо красные, прямо меня чесались, прямо, я не знаю, прямо вот такие, ох. И даже было время, что они даже как-то выпускали какой-то сок, я не знаю, как даже утром вставала, я уже чувствовала, что у меня зудит, все, у меня там все красное, я уже понимала, что все. Я смотрю, какой-то у нас 11-й день, еще видно, в принципе, пятнышки небольшие, да. Но на шее уже нету таких вот пятен. Да. Я смотрю, в принципе, вот то, что я говорю, у вас быстрый эффект, что вот 29-й день, даже, ну, давайте возьмем 30-й, и на 30-й уже как бы пятен сзади не видно визуально, да, скажу так. Да, такого результата у меня не было ни разу. Да, был, ну, помазалась, прошел, ну, через неделю опять вышло, но такого, чтобы вот так долго у меня ничего не выходило, это у меня никогда не было, никогда. Тут мы видим по результатам, что в ее случае они были достаточно быстрые, то есть месяц до исчезновения вот этих покраснений — это очень крутой результат. Редко так получается, говорю сразу, потому что нам необходимо больше терпения. Если вы же понимаете, если 33 года болеть чем-то, быстро там за неделю ничего не получается. То есть нам необходимо длительный промежуток времени следовать строго рекомендациям. Я очень рада. Вот я не знаю, у меня даже слов нет, я очень рада. Этого много, это очень много значит. Те, которые переболели, только те поймут. Когда вот вылечится, когда хоть пройдет что-то, только те поймут, какой-то ад. Вот я имею в виду, вот ты встала утром, весь красный, куда пойдешь, куда на работу так выйдешь, я не знаю, это просто какой-то стресс, все время стресс. Вот ты чувствуешь, что это уже все сейчас появится, все. Это ужасно, конечно. Это не то, что там на ноге вышло, ты там оделся, вышел и пошел. Здесь все вот как будто, я не знаю, но все лицо, это наша, я не знаю, карточка, я не знаю, это очень много значит. Очень важно услышать, что человек думает, когда уже все прошло, когда после определенных усилий ты получаешь крутой результат. Это важно для того, чтобы понимать, что в каждом случае, какой бы ни был сложный случай, возможно улучшение. И когда сейчас, именно в данную секунду, мы можем думать, что в нашем случае, в нашем индивидуальном случае все намного сложнее, либо все намного хуже, либо это мне не поможет. Здесь точно такая же ситуация. То есть человек просто меняется, как только все это проходит. И это дает нам такую внутреннюю мотивацию, потому что и у нас все может получиться. Поэтому это видео больше для того, чтобы вам объяснить, что бы у вас ни было, однозначно у вас может все получиться. Для этого очень важно: первое, найти правильную информацию. Второе, начать ей исследовать шаг за шагом, не перепрыгивая, не думая, что я знаю здесь лучше, я знаю, что это не работает. Нет, послушать какого-то конкретного одного специалиста, исследовать полностью его рекомендациям, полностью всем советам. Только тогда вы можете понять, что этот подход вам подходит, он работает именно для вас. Поэтому с моей стороны вам такая мотивация с помощью вот этого видео, с вашей стороны это, конечно, действие. Как и обещал, чтобы посмотреть полную запись этого нашего разговора вместе как бы с видеозаписью, где не только вы будете слышать голос, но еще и увидите конкретно Татьяну и поймете, как
она через все это прошла, вы можете, если напишите мне по указанному снизу моему номеру, то есть в любом мессенджере вы мне напишите, что отзыв 23, просто даже отзыв 23, не напрягаясь, напишите отзыв 23, и я вам сразу же сброшу ссылку, закрытую ссылку на видео полное, для того, чтобы у вас была возможность полностью его просмотреть, потому что я понимаю, что для многих это важно, для многих необходимо посмотреть, как у другого человека. Поэтому еще раз, чтобы посмотреть видео полностью, во-первых, поставьте внизу под этим видео в комментарии плюсик, и потом напишите мне по указанному любому номеру, там на WhatsApp, на Telegram, либо на Viber, напишите мне отзыв 23. И я сразу же моментально вам сброшу ссылку на полное видео. Я желаю вам удачи в ваших результатах. Я желаю вам, чтобы ваши действия были основаны на информации, которая реально работает, которая реально помогает. И терпения вам и настойчивости. На связи.